Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие наши выпускники! Мы рады приветствовать вас на Всероссийском студенческом выпускном 2026 здесь, в Национальном центре «Россия». Меня зовут Юлия Козлова. Этот день я проведу вместе с вами. И этот праздник точно не состоялся бы без вас, выпускников наших. Но также хочется упомянуть тех, кто помог нам всем собраться в этом зале. Организаторы Всероссийского студенческого выпускного 2026, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи Росмолодежь, Всероссийский студенческий проект «Твой ход», Российское общество знания, Национальный центр «Россия» и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Еще громче давайте поблагодарим наших организаторов. Друзья, наш выпускной проходит на площадке Национального центра «Россия». Он создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для демонстрации достижения страны и ее граждан. Также в официальном сообществе проекта «Твой ход» ВКонтакте в 12:00 стартовал праздничный эфир, посвященный выпускному, где зрителей ожидает множество интерактивных форматов и поздравлений. Всероссийский студенческий выпускной не просто прощание с университетскими годами, но это площадка для осмысления своего дальнейшего профессионального и личного пути. В этом году выпускной проходит под слоганом «Энергия будущего». Ведь будущее для нас не что-то абстрактное. Оно рождается уже сегодня, здесь и сейчас, вашими действиями. Дорогие выпускники, прямо сейчас посмотрите друг на друга. Ведь это были незабываемые 4, 5, может быть, для кого-то 6 лет вашего путешествия. Улыбнитесь друг другу и поприветствуйте друг друга своими аплодисментами. Нам говорят недаром, что студенчество – один из самых лучших периодов, но впереди у вас вся жизнь. Впереди у вас работа по направлениям, деловая и культурная программа, встречи с гостями и много важных, поистину важных, настоящих символических моментов. А сейчас, чтобы официально дать начало Всероссийскому студенческому выпускному 2026, я прошу всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.
Дорогие друзья, ваши аплодисменты – самый красивый гимн во всем мире у самой великой страны, именно у нас. По доброй традиции в дни выпускных уже бывшие выпускники получают много напутственных и теплых слов. Сегодня мы их услышим от людей, кто неразрывно связал с молодежью всю свою профессиональную жизнь. А первые поздравления по случаю всероссийского студенческого выпускного вы услышите от человека, который гостеприимно открыл для нас сегодня свои двери. Встречайте, генеральный директор Национального центра «Россия» Виртуозова Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, здравствуйте, вам слово. Дорогие друзья, ну для меня, на самом деле, вот я сейчас сидела, Ольга Викторовна, спасибо вам огромное за то, что вы вот с таким сердцем всегда печетесь, переживаете, живете делом, которое вам доверили, и вы его так любите. И вот, Ольга Викторовна, спасибо вам огромное. Вот мы сейчас сидели, разговаривали с коллегами. Вот что есть приветственное слово? Ну, во-первых, для нас, для Национального центра «Россия», который создан по распоряжению нашего президента, это большая радость сегодня встречать вас. Здесь 500 лучших выпускников вузов и колледжей. И президент создал вот это место, в котором вы сегодня находитесь, именно для того, чтобы было место, где мы можем собраться все вместе, почувствовать, какая у нас великая страна, почувствовать ее любовь к нам и нашу к ней. И самое главное, чтобы мы все вместе, чувствуя это, понимая это, создавали будущее. А будущее, ребята, только за вами. И я сидела вот и думала, как я вам завидую. Потому что у вас все только-только начинается. И самое главное, ничего не бойтесь. Вообще ничего не бойтесь. Мечтайте. И трудитесь. И любите то, что вы делаете. Всегда, когда любишь свое дело, вот мы здесь работаем в Национальном центре России, мы очень любим это дело. Вот любите. Любите друг друга, любите свое дело, любите свою страну. И дерзайте. Не бойтесь неудач, они у нас у всех бывают. Просто идите вперед, но не изменяйте тому, что вы хотите. Вот если есть в сердце желание и мечта, не изменяйте ей. Да, будут какие-то неудачи, да, будут препятствия, да, будут, наверное, для вас какие-то катастрофы с точки зрения. Но вы не сбейтесь со своего пути. Вот с этого пути мечты не сбейтесь. Пусть так будет, так должно быть. Жизнь нас всех испытывает для того, чтобы убедиться в том, что это то, что вы хотите. Не бойтесь ничего. Вот я здесь стою на этой сцене, у меня было очень много неудач в жизни. Ничего страшного. Все равно идите туда, куда хотите. Так как вы здесь самые лучшие, значит, у вас давно уже есть какая-то мечта. И наша страна зависит от таких, как вы, молодых, дерзких, влюбленных в себя, в друг друга и в нашу страну. И спасибо огромное, ребят, что вы сегодня здесь. И я еще раз повторю, я искренне, вот чувствуя эту энергию, ну, я чуть повзрослее, чем вы, мягко говоря, но с возрастом чуть начинаешь бояться мечтать. А когда видишь вас, думаешь, ну нет, почему? Я тоже хочу. Ребят, поэтому спасибо вам огромное. Идите вперед, верьте, и у вас все будет. И ничего не бойтесь, потому что вы живете в самой лучшей в мире стране, и потому что вы невероятные, потому что вы лучшие. Спасибо. Наталья Сергеевна, вам огромное спасибо. И действительно, Национальный центр России
поистине стал для многих из нас настоящим домом, родным домом. Спасибо вам за это. Отдельные аплодисменты. Приходите Наталья к Сергеевна. нам в гости. А когда родятся у вас дети, а если родились уже, приходите с детьми, потому что у нас есть школа юного журналиста, школа юного экскурсовода. Анастасия Викторовна уже волнуется, потому что там не так много мест, но мы всех... А еще самое главное, ребята, все-таки все хорошо, карьера и так далее, но самое главное все-таки любовь и семья. Вот у нас в июле каждый год проходит свадебный фестиваль. Поэтому всех вас ждем, поженим. А возможно, кто-то сегодня уже сделал предложение или готов сделать. И мы будем этому только рады. Дорогие друзья, вас здесь 500 выпускников. В очередной раз убеждаюсь, что наша страна самая огромная, самая красивая, самая настоящая. Здесь практически вся Россия. Разные субъекты, федеральные округа, народы России. И все мы едины, и все мы здесь, в этом зале. И особенно приятно видеть, что многие из нас сейчас в национальных костюмах своего народа. Как приятно осознавать, что вы чтите память и культуру народа и всей нашей страны. Спасибо вам за это. Отдельные вам аплодисменты. Ведь недаром 2026 год объявлен годом единства народов России. Широка страна, моя родная. Но я не буду открывать все секреты, которые сегодня мы подготовили для вас. А пока встречайте бурными овациями. Российская патриотическая певица, автор и композитор, победительница музыкальных премий всероссийского и международного уровня. Сюзанна Светличная. Ваши аплодисменты. Громче, 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 друзья! Широка река, степи, горы, поля, ты моя земля, хоть да необъятная, и враги тебя пусть боятся, как огня, моя вера, моя боль, моя земля. Широка река, степи, горы, поля, ты моя земля, ой, да необъятная, и враги тебя пусть боятся, как огня, моя вера, моя боль, моя земля. Вдруг случится разлука, судьба занесет в чужие края. Без тебя не прожить мне и дня, в тебя верю, Россия моя. Широка река, степи, горы, поля, ты моя земля, ой, да необъятная, и враги тебя пусть боятся, как огня, моя вера, моя боль, моя земля. На душе у тебя, сердцем каждую чувствую я любовью своею, земля, и залечу тебя веру храня. Широка река, степи, горы, поля, ты моя земля, хоть да необъятная, и враги тебя пусть боятся, как огня, моя вера, моя боль, моя земля. Дорогие выпускники, и в добрый путь! Светличная, широка река, громче, громче, громче! Ну, кто-то может сказать, что выпускной бывает только один раз, но у нас он с вами второй, и он особенный, потому что всех вас объединяет здесь, в Национальном центре России. Еще раз друг друга поблагодарите!
Сегодня мы с вами пережили уже главные студенческие вечера, но та энергия, что была с вами, там никуда не делась, она набирает обороты. И я предлагаю немножко подпитаться ею и вспомнить, как это было. Внимание на экран. Ну что, я вижу, кто-то увидел себя на этих кадрах или своих знакомых. И, конечно, сегодня десятки тысяч выпускников по всей стране делают шаг в новую жизнь. Именно вы – та самая энергия, которая будет определять облик нашей экономики, науки, культуры и спорта, облик нашей страны. Вы не просто будущие лидеры, вы уже лидеры сейчас, потому что действуете и потому что творите Россию. Дорогие друзья, мы с вами находимся в точке, которая случается раз в жизни, на пороге большого пути. Кто-то из вас уже получил диплом, а кто-то еще заканчивает учебу, но уже является выпускником. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о будущем нашей жизни, нашей страны. Конечно, это будущее не где-то далеко, оно здесь и сейчас, и именно вы его творите. Давайте сейчас поговорим о том, каким будет человек лет через 10 или 15, какой будет страна, в которой предстоит нам с вами жить, какие смыслы и ценности объединяют нас, и какая роль в этом будущем определена вам, молодежи. На эти вопросы, конечно, не бывает простых ответов, но у нас с вами есть сегодня уникальная возможность услышать их от людей, которые принимают решения и каждый день работают над тем, чтобы это будущее наступило уже сейчас. Мы с вами начинаем открытый диалог, и я приглашаю на эту сцену наших уважаемых гостей под ваши аплодисменты. Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петрова Ольга Викторовна. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Аширов Денис Валерьевич. Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Звягина Анастасия Викторовна. Руководитель департамента проектного управления президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Богданцев Андрей Сергеевич. Вице-президент по развитию стратегических партнерств «Суперджоп» Сараков Амир Амандельгеевич. Ваши аплодисменты, друзья, громче, громче, громче! Уважаемые гости, спасибо вам, что вы сегодня разделяете этот праздник с нами, с нашими дорогими выпускниками. Спасибо за возможность открытого диалога. И я напомню, дорогие выпускники, у вас есть возможность напрямую пообщаться с вашими дорогими гостями. Не стесняйтесь, поднимайте свои руки и задавайте вопросы. Ну, а пока начну я и попрошу вас каждого ответить, каким вы видите человека через 10-15 лет? Ольга Викторовна, прошу с вас начать. Всем добрый день. Во-первых, я, конечно, всех приветствую.
Да, и позвольте, я буквально 2 минуты хочу начать со слова благодарности Национальному центру и Наталье Сергеевне, Анастасии Викторовне, нашим замечательным коллегам, я даже можно вот так стоя это сделала, за то, что вот уже 2-й год мы собираемся здесь, на этот прекрасный выпускной. И он возможен только потому, что мы вместе создаем вот это прекрасное мероприятие вместе с коллегами из Росмолодежи, Твоего хода, коллегами Общества знаний, и Национальный центр открывает нам двери. И мы вот тоже тут говорили по поводу следующего шага в вашей жизни, это, конечно, трудоустройство. Это Денис Валерьевич, который, как уже сказали, представляет Росмолодежь, готов открыть очень много вакансий для вас в муниципальных органах власти по делам молодежи, движений первых у нас. И еще одна тоже прекрасная площадка, где можно начинать работать бакалавром, особенно пока вы будете дальше поступать в магистратуру и учиться, но уже набирая свой опыт. Это Национальный центр. Национальный центр в Москве и, что очень важно, в регионах. Вот уже 3 центра открыты. Это Владивосток, Красноярск и Югра. И 2 центра откроются совсем скоро. Это Рязань и Севастополь. Вот это тоже уникальное пространство, где всегда, вот каждый раз, сколько мы не заходим на центр, вот это ощущение гордости за страну и, соответственно, за себя, потому что ты имеешь возможность быть здесь, оно не покидает. Прекрасные экспозиции, которые меняются. И даже вот я недавно была тоже в региональных центрах, во Владивостоке, в Красноярске, но это просто вот на самом деле дух захватывает. И это все про нашу прекрасную страну. Поэтому спасибо большое, спасибо, что у нас есть такая возможность. И теперь, возвращаясь к ответу на вопрос, вы знаете, я вот, когда вы спросили, я подумала так, а если бы мне вот 10 лет назад задали этот вопрос, как бы я ответила про человека будущего? Я ответила бы точно так же. Потому что нужно любить свою страну, нужно, имея вот эти знания, которые вы получали во время обучения, уметь критически мыслить и быть всегда в процессе созидания, развития и понимать, что вот ты создаешь будущее сам себе. И знания, которые мы даем в университетах, они, конечно, но однозначно позволяют, точнее учат уметь учиться, и вы все умеете учиться. И сказать, что вот вы сегодня имеете выпускной, и на этом заканчивается ваше образование, но нет, конечно. Вы будете учиться постоянно. Даже мы постоянно учимся. Не проходит, наверное, ни дня, чтобы мы какой-то урок не извлекли из жизни или из знаний. А почему мы это можем делать? Потому что у нас есть вот эта вот компетенция, она постоянно, умение вот даже из каких-то крупиц собрать информацию. Поэтому вот это то, что точно вы должны уметь, но обязательно критически мыслить на основе того ценностного мировоззрения, которое вы получили во время своего обучения. Спасибо. Спасибо вам, Ольга Викторовна, за такую поддержку. И уж вы, как никто другой, все время взаимодействуете с нашей молодежью и понимаете, чем они дышат, какие ценности они сейчас впитывают и передают своим друзьям и многим сокурсникам. Поэтому так важно ощущать вашу поддержку. Спасибо вам огромное. Денис Валерьевич, как вы считаете, каким будет человек через 10-15 лет? Да, добрый день, дорогие выпускники. Прежде всего, поздравляю вас с вашим днем. Сегодня действительно было уже сказано, что, знаете, вам повезло, у вас их 2. Некоторые мечтают даже об одном, дойти, доучиться, получить диплом, а вам появилась прекрасная возможность 2 раза отметить свой праздник. Вы действительно этого достойны, вы лучшие из лучших, и мы гордимся, что в нашей стране действительно есть такие молодые, яркие, амбициозные люди, и все, о чем сегодня говорили, все, о чем говорят и будут говорить дальше, мы делаем на самом деле исключительно для вас, для того, чтобы в том будущем, в этом настоящем, в котором мы живем, у нас всегда были возможности для вашего саморазвития и для того, чтобы страна становилась лучше, а она точно может стать еще лучше благодаря вашей поддержке, вашему вкладу и вашему вдохновению. Спасибо вам большое. На самом деле, если отвечать на вопрос, какой
тот самый человек будущего и какой в будущем мы хотели бы видеть вместе с вами, наверное, человека, который мог бы действительно ответить на все вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед ним самим, которые страна ставит перед ним, которые мир в целом определяет как вызовы. И, конечно же, это человек, который гармонично развит во всех направлениях. Неважно, что это. Общие свои компетенции, навыки, образование. Он должен быть человеком, который во всестороннем развитии действительно может на все направления ответить на вопросы, найти себя, найти для себя какие-то правильные направления, выходы из любых ситуаций. Это сложно, но это всегда то, о чем сказала Ольга Викторовна, вопрос нашего самообучения, дальнейшего развития. Благодаря этому мы всегда находим новые выходы. Второе, очень важное для меня, мне кажется, такой тезис, и мы его тоже придерживаемся, это человек, который абсолютно точно является патриотом своей страны. При этом здесь не обязательно говорить о каком-то узком направлении. Ты можешь любить свой край, свой вуз, место, в котором ты родился, все, что тебя окружает, свою семью. И вот эта патриотичность, она всегда тебе дает возможности к тому, чтобы было чем гордиться, с чем развиваться и на что опираться дальше в своей жизни. И это, наверное, второй такой важный фактор, да, помимо того, что ты должен быть многогранной личностью. И третье, это, конечно же, брать ответственность. Вот мы зачастую пытаемся убежать от какой-то истории, а у нас сегодня такой большой, но честный диалог. Мы же договорились, что у нас открытый диалог. Вот умение брать ответственность за свои изменения, за те вещи, в которые ты пытаешься изменить, на кого-то направленные, либо в целом, это очень важно. Когда эти три вещи, саморазвитие, патриотичность и социальная ответственность, и просто ответственность, в вас будут гармонично складываться, вы абсолютно точно будете тем человеком, которым любой человек вокруг вас может сказать: «Я горжусь, что я с ним знаком». Вторая, наверное, очень важная история. Мы должны научиться с вами жить в истории, когда мы есть, и мы не кажемся. Быть, а не казаться, наверное, одна из важнейших историй сегодняшнего мира. Вы видите много развития цифровых процессов, контента, интернета, в котором много, знаете, такого фейка, напыщенности, каких-то вещей. Но когда вы содержательно кажетесь по-настоящему, когда вы настоящий человек и сохраняете в себе человечность, это, поверьте, достойно многого, и это много кто вокруг вас будет ценить, уважать. И это важно. Еще один важный тезис. Вот мы с вами часто думаем о том, что личное – это важно. Но ни в коем случае не надо противостоять личное общественному. Это точно грань, когда мы вместе с вами готовы друзьями, командой делать на то, что направлено на развитие общего блага наших друзей, наших семей, того, что есть вокруг у нас. Когда вот эти, мне кажется, важные вещи будут вокруг нас складываться, делаться, вы точно будете не просто выпускниками 2026 года, вы будете теми людьми, которыми гордимся мы, которыми гордятся ваши родители, близкие и страна в целом. Спасибо вам, Денис Валерьевич. Анастасия Викторовна, еще раз мы вас благодарим за такое теплое гостеприимство в этом родном уже доме. И знаю, что эти стены и двери открыты всегда именно молодежи. Поэтому вам такой же вопрос, вот каким вы видите человека через 10-15 лет? Спасибо большое. Всех приветствую здесь, в Национальном центре «Россия». Спасибо, что приехали. Спасибо Ольге Викторовне, всем, что второй год подряд уже организовывают здесь такое мероприятие. Мы обязательно сделаем это нашей традицией. У нас в 29 году, вот здесь вот совсем недалеко, откроется новое здание Национального центра. Это будет самое современное здание, большое. Там, конечно, будет большая деловая программа и выставочная. Поэтому готовьтесь, приезжайте к нам. Конечно, не только здание будет расти, но и рабочие места. Поэтому, конечно, приглашаем, как Ольга Викторовна сказала, и, безусловно, филиалы, которые тоже открываются по всей стране по указу президента. Что бы я хотела сказать про ценности, какой будет человек, да? Я, наверное, скажу, что времена меняются, но единственное, что не меняется, это человек. Зачастую ценности тоже они остаются. Ценности. Есть материальные ценности, есть духовные. Это то, что ценно. Вот Россия — это уже цивилизация традиционных духовных ценностей. И человек, конечно, прежде всего, он состоит из этих ценностей. И я вам пожелаю, чтобы вы уже сформировали в себе ваши ценности. Вот, как Наталья Сергеевна сказала, у нас
проходит здесь первый и единственный в мире свадебный фестиваль. Он начался еще на выставке, продолжается здесь. К нам приезжают пары со всей страны, которые хотят поделиться этой радостью, этой искренностью. Они красивые в своих костюмах, счастливые. И когда мы говорим об этих ценностях, да, это же не просто разговор, это то, что у тебя внутри. И вот человек будущего, конечно, хотелось бы, чтобы Россия, она сейчас вообще является таким хранителем традиционных ценностей, они сформировались. Вот у нас как раз на этом фестивале была большая просветительская программа, и ВЦИОМ специально для нас сделал опрос. Он спросил молодых людей, пары, вообще, что для них семья, что для них ценности. И 76% сказали, что семья, рождение и воспитание детей для них главной ценности. 72% сказали, что семья нужна в том числе и как продолжение любви. И 88% сказали о том, что именно в семье закладываются те самые ценности, которые помогают жить. Вот. Это касается основных ценностей. Семья. Что такое Родина? Родина — это и есть большая семья. Как сказал наш президент, Россия — это семья семей. В России проживает наибольшее количество национальностей, которые есть в мире. И они же не просто так проживают вместе, да? И сила-то не в том, что все такие одинаковые, а сила в том, что мы научились сквозь века такие разные быть вместе. Это тоже большая ценность. Но, как любая ценность, как говорила, материально-духовная, если ее не сохранять, если ее не приумножать, этой ценности не будет. И хотелось бы, чтобы человек через 10 лет, через 50, все-таки умел сохранить эти ценности, которые веками сохраняли наши семьи, наши предки, наш род, как некоторые говорят. Я надеюсь, что они останутся, но я уверена в этом, что эти ценности останутся. А человек будущего, прежде всего, будет нравственным, духовным и, безусловно, будет пользоваться всеми современными технологиями, которые есть. Спасибо вам за такие важные слова. Андрей Сергеевич, а вы как считаете? Добрый день. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые уже прозвучали в адрес выпускников. Сегодня говорим о том, каким будет человек будущего. Но прежде всего мне бы хотелось, чтобы человек будущего был командным игроком. Вы были внутри своих команд, внутри своих академических групп, кто-то 4 года, кто-то 6 лет. И очень хотелось бы, чтобы вот тот управленческий культурный код командный, который у вас сформировался, он оставался с вами в течение всей вашей дальнейшей профессиональной жизни, и вы находили себя именно в команде. Ценности имеют свое материальное воплощение в виде традиций. И одна из традиций, которая зародилась в Национальном центре России в проведении Всероссийского студенческого выпускного, очень хотелось бы, чтобы вы в своей жизни также зарождали традиции и в профессиональной деятельности, и в работе, и в дальнейшем обучении. И, может быть, спустя годы мы встретимся с вами вновь в Национальном центре, уже в новом, после его открытия, где вы будете создавать свои традиции. И третье, что бы мне хотелось, и мне кажется, это очень важным для человека будущего, это человек, который уделяет большое внимание своему здоровью. Мы очень надеемся, что человек будущего будет жить больше, чем человек настоящего, и еще больше, чем человек, который жил десятилетиями назад. Здоровье — это тот фундамент, без которого невозможно ни построить карьеру, ни воспитать детей, не построить свое собственное будущее. И вот эти вот три слагаемые — команда, традиции, здоровье — они, на мой взгляд, должны всегда сопровождать нас, и человека сегодняшнего, и очень важно человека будущего. Спасибо. Спасибо вам, Андрей Сергеевич. Амир, а вы как считаете? Андрей Сергеевич, передайте. Да, большое спасибо. Коллеги, всем привет. Еще раз всех поздравляю с этим замечательным событием.
У меня пару вопросов, и хотелось дать сегодня немного какой-то полезности из своего напутственного слова. Поднимите руки в зале, кто занимался из вас внеучебной деятельностью внутри университета. Все. Отлично. Почему я это спрашиваю, сейчас поймете. Кто из вас уже сейчас работает внутри университета, либо на внешнем рынке труда? Немного про себя. Я сам, так же, как и вы, выходец из внеучебки, был председателем студенческого совета РАНХИКС с 2016 по 2018 год. Сталкивался, наверное, с такими же проблемами, которые были в те времена, со стартом карьеры, с выбором своей профессиональной ориентации, с тем местом, где я должен получить свой опыт. Поэтому я хотел бы сегодня вам в ответе на вопрос, какой человек будет там, через 10, через 15 лет, рассказать, как сегодня работодатели выбирают молодых специалистов, по каким критериям. По нашим последним данным аналитики и исследовательского центра, среди основных критериев отбора молодых специалистов и на первое место выходит оценка личностных качеств кандидата. То есть вот как бы удивительно не было, но первым местом до сих пор работодатели считают чуть-чуть более важными надпрофессиональные навыки. Для 44% рекрутеров важно наличие у кандидата хотя бы минимального опыта работы. Для нас это с вами сигнал. И почему я спрашиваю у вас про внеучебку, что, конечно же, сейчас выпускникам, да даже начинающим стажерам, которые в 18, 19, 20 лет пытаются найти для себя первое место работы, а работодатель от них в условиях текущей конкуренции хочет, конечно, уже сразу иметь 20 лет опыта работы в его резюме. Поэтому у нас есть с вами небольшой лайфхак, что всю нашу проектную деятельность, вся наша внеучебная деятельность, студенческие советы мы обязательно оформляем наш опыт работы. Сегодня работодатели воспринимают это как классную возможность, первое, идентификатора вашей надпрофессиональных навыков. Второе, то, что вы уже знакомы с миром задач, проектной работы и понимаете, как в дальнейшем вам принести пользу своему начальнику. Второе, среди дополнительных критериев отбора часто обращают внимание на уровень владения профессиональным программным обеспечением. Я думаю, что не секрет, и вы наверняка пользуетесь всеми современными инструментами искусственного интеллекта, инструментами, которые автоматизируют вашу рутинную работу. Не нужно бояться, что вы вдруг за прошедшие 4, 5, а может быть 6 лет получили неактуальную профессию. Важно бояться ваших сверстников, которые сегодня инструменты искусственного интеллекта и так далее уже активно внедряют свою деятельность. Они скорее заменят тех, кто этим не пользуется. Третье, наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов является организованность. Мы часто спрашиваем у работодателей, а каких стажеров вы хотите? К нам приходит ведущая компания в своем секторе и говорит, дайте нам, пожалуйста, 100 стажеров, у которых глаза горят. Вот это прям слово, этот тезис я слышу очень часто. Поэтому мотивация, организованность. Ну и последнее, что по сравнению с прошлым годом менеджеры стали больше внимания уделять уровню владения программным обеспечением, как я уже сказал, образованию кандидатов и участию в программах стажировок. Если сегодня у вас есть возможность пройти в удаленном формате или очном в своем регионе, в Москве, такую стажировку, то, конечно, это необходимо сделать. Это будет быстрый вход в вашу карьеру. Также очень ценится то, что вы сделали внутри своей научной деятельности, внутри университета. Как вы можете свой проект, свою курсовую работу, свою дипломную работу представить как исследование? По нашим последним данным, это одна из траекторий. Сегодня в больших передовых компаниях это называется R&D направление, связанное с науками и технологией. Вот эта исследовательская работа студентов сегодня очень ценится. Также мы видим и по нашим рейтингам вузов Суперджоп, и по уровню зарплат выпускников, что работодатели забирают лучших уже со студенческой скамьи, начинают конкурировать за них уже во время обучения. Стартовые зарплаты выпускников вузов, лидеров рейтинга уже превышают 300 тысяч рублей. Это действительные данные, которые можно проверить по работным сайтам, по конкретным университетам, которые являются лидерами рейтинга. Поэтому, завершая свое выступление, хочу, чтобы через организаторов всем сегодняшним участникам всероссийского выпускного от нас подарили сертификат на разбор резюме, предоставили доступ к 75 тысячам стажировкам, практикам и возможностям старта карьеры. Мы постараемся вам помочь и быть вашим оператором этого важного времени в вашей жизни. Всех с праздником! Спасибо вам, Амир, за такую поддержку и помощь. Время неумолимо бежит вперед. Я напомню, что мы собрались только ради вас, поэтому если появились вопросы прямо сейчас, не стесняйтесь, задавайте их.
Модераторы в зале, пожалуйста, подходите, первый ряд. Мы уже видим наших первых участников, которые готовы пообщаться с нашими гостями. Здравствуйте. Здравствуйте, Мольдеева Екатерина. Я бы хотела узнать, какие направления в будущем станут приоритетными и передовыми в ближайшие 10 лет. Как вы думаете? А кому именно адресуете этот вопрос? Я хотела бы знать мнение каждого, потому что они из разных направлений, и, мне кажется, с разных сфер можно видеть, подумать по-разному. Ольга Викторовна, профессия будущего какая коллега, она? который сейчас из Суперджоп выступал, рассказал все профессии и направления будущего и те компетенции, которые нужны. Но точно междисциплинарность, точно гибко, быстро вот так вот переключаться, конечно, связанная во многом с технологиями цифры и искусственного интеллекта, потому что это либо писать промпты, чтобы ускорять, либо просто грамотно понимать и оценивать тот результат, который получился. Но точно всегда будет учитель, точно всегда будет врач, и это профессия настоящего и будущего. Да, изменяться, наверное, технологии, нужно уметь использовать вот эти новые методики. Но сложно сказать, мне кажется, ни одна из профессий вот так вот прямо не исчезает, она просто видоизменяется по своей сути. То есть в рамках того же самого вида деятельности вы начинаете просто чуть иначе жить в нем. Спасибо. Уважаемые гости, есть что добавить? Но после замминистра науки и высшего образования, который отвечает за высшее образование и подготовку, сложно еще комментировать. Но абсолютно точно важнейшим историей это, конечно же, развитие цифрового пространства и все, что в нем делается. Но тут очень важно, чтобы всегда был баланс, и мы не переходили полностью в цифру. Никогда ни один искусственный интеллект не заменит живое общение, и поэтому все те профессии, которые так или иначе обеспечивают нашу с вами жизнь, они все равно будут в направлениях подготовки, они будут важны для того, чтобы наше с вами сосуществование в этом мире не превратилось в цифровое пространство, да, в котором мы живем. Но при этом вот сейчас коллеги из Министерства науки и высшего образования пересматривают подготовку специалистов по различным и в целом систему образования. Почему? Потому что в нем будут те базовые вещи, которые нам всем с вами нужны, как обязательные знания, которые нужны для человека, да, такое ядро. А есть те вещи, которые должны быть дополнительными с точки зрения вызовов, которые на сегодняшний день в каждом из направлений подготовки страна для нас фиксирует. Они должны быть гибкими, понятными. Поэтому, исходя из этого, каждый год все равно, вот коллеги, я уверен, да, с наших платформ, которые помогают нам с трудоустройством, точно знают, как динамика, да, трудоустройства меняет вызовов, которые экономика. Вот сейчас есть приоритетные отрасли экономики, да, которые на сегодняшний день, в нынешних реалиях нам нужны в стране. Понятно, из года в год что-то меняется, но в целом они являются, да, важными с точки зрения тех задач, которые есть. Очень много задач сейчас в рабочих профессиях, в рабочих специальностях. И как бы ни пытался нам искусственный интеллект заменить, но есть те вещи, которые навсегда остаются рабочими профессиями: инженеры, слесаря, техники, те люди, которые занимаются прикладной историей и работают руками. И никто не говорит, что даже когда век высоких цифровых технологий нам будет автоматизировать процессы, эти люди исчезнут. Они всегда останутся на контроле производств, на работе руками и на тех вещах, которые есть. Поэтому тут важно следить за динамикой процессов происходящим. И всегда быть в ногу со временем как в цифровых процессах, так и в умении того, что востребовано страной, ориентироваться. Есть ли еще желающие что добавить? Амир, Да, пожалуйста. я могу ответить, что, наверное, цель должна быть не в поиске профессии, которая будет востребована через длительное время, не в запросе на том, что есть какая-то универсальная формула, по которой ты будешь востребованным через 10-15 лет, тебя никто не заменит. Мне кажется, целью и сейчас выпускникам нужно ставить перед собой задачу, внутри которой, первое, сложится у вас понимание, что такое внутри вашей отрасли высококвалифицированный специалист, а второе — это стать им. Сегодня, вот вторая часть исследования, которое мы подготовили, она заключалась в том, что несмотря на то, что на рынке труда сегодня существует дисбаланс между количеством резюме, которые есть на рынке, и количеством вакансий, резюме, то есть желающих, которые хотят работать, больше, чем вакансий есть, при этом в ключевых направлениях, а также спрос на высококвалифицированных специалистов сумасшедший.
Там действительно сейчас очень много незакрытых вакансий. Поэтому, обращаясь к сегодняшним выпускникам, я бы, наверное, больше рекомендовал ставить перед собой цель стать востребованным внутри своей профессии. Да, как применить сейчас навыки, что я могу сделать дополнительно. Ключевой конкурентный конек сегодняшнего соискателя – это то, что вы становитесь проактивными. Вы уже показали свою проактивность внутри ваших учебных заведений, в университете, в колледже, показали свою самую проактивную позицию. Попробуйте сейчас ее конвертировать и не упустить время для того, чтобы стать самым востребованным специалистом в своей отрасли. Спасибо. Ну вот я вижу очень много желающих у нас. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот можно я вот сюда? Мне тут микрофон дали. Здравствуйте, меня зовут Черенкова Екатерина, я из города Курск и сейчас закончила колледж Курского государственного университета и поступаю в высшее учебное заведение в Курский государственный университет. И у меня вот такой вопрос к Ольге Викторовне Петровой. Подскажите, пожалуйста, если вы могли прямо сейчас вернуться в день своего выпускного, и какой бы главный совет вы бы дали себе тогда? Быть смелее и не бояться. Все в твоих руках. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я с Национальным центром России с самого его начала, с 4 ноября 2023 года, как экскурсовод Международной выставки Форума России. Да, без опыта, без образования, но да, я как-то стала экскурсоводом. А потом с 4 ноября 2024 года здесь, как участник симпозиума «Создавая будущее», и впоследствии как волонтер, в том числе, по сути, по настоящее время. Я и на этой неделе выходила на волонтерские смены. Ольгу Викторовну и всех остальных здесь знаю, не один раз видела на мероприятиях Наццентра. Как дальше двигаться в структуре Наццентра и стать уже не волонтером, пусть даже и безвозмездно, но кем-то чуть большим, наверное, в том числе, например, экскурсоводом снова. Спасибо. Анастасия Викторовна, ну вопрос Спасибо точно большое, вам да, адресован. за вопрос. Вы потом ко мне подойдите, мы с вами поговорим. На самом деле есть много возможностей двигаться. Вы же сами говорите, вы экскурсовод, волонтер. Мы с вами побеседуем, и у нас на самом деле сфера, она обширна, вы знаете. У нас большая образовательная программа, культурная программа, деловая. Поэтому применить себя можно где угодно. Тем более, что мы растем, у нас открываются филиалы, новый центр. Поэтому, безусловно, подойдите, мы с вами побеседуем. И ваше желание работать, я бы вообще его на первое место поставила всегда. Это желание работать, не бояться трудиться, и тогда все получится. Я бы ответила на предыдущий вопрос еще про профессии будущего. Мы же живем сейчас в настоящую эпоху перемен. Перемены всегда проходят так или иначе, но сейчас они такие прям сильные перемены. Да? Промышленная революция, экономическая, геополитическая. Да, человечество переживало уже несколько революций промышленных. Мы прекрасно знаем, машины уже пытались заменить человека. Ничего не поменяется. Для вас есть одна очень хорошая новость. Главный ресурс, за который будет борьба во всем мире в ближайшее время и в будущее, это человеческий. Человеческий ресурс. Человечество убывает везде. Это Европа, Россия, даже в Китае, в Азии. Единственный континент, где пребывает человечество и который будет самый молодой, это Африка. Поэтому это для вас хорошая новость. Если вы будете трудиться, вот как девушка, да, не бояться работать. Не бояться работать это 24/7. Только так можно пробиться. Если вы будете адаптивными, если вы будете меняться, не бояться этого делать, если вы не будете бояться перемен, потому что мир сейчас очень сильно переменчив, меняется, то, конечно, у вас все получится. Про профессии будущего. Как она была, так и она остается. Профессия будущего – это наука. Наука движет вперед. Мы первые, кто полетел в космос. Первые. Вот так задуматься, мы первые полетели в космос. Юрий Гагарин. Это будущее? Будущее. Конечно, наука. Но это не только люди, которым мы гордимся, это научные деятели наши, да, а это все, что около связано. Вот, поэтому так. Анастасия Викторовна, я бы еще добавила, что воспользоваться шансом надо уметь. Вот сегодня девушка воспользовалась этим шансом, и, думаю, будущее у тебя уже предначертано. Она воспользовалась не только сегодня, она уже им давно воспользовалась. Вот. Но еще повторю и буду повторять, конечно, вы должны все знать, что у вас такой возраст,
когда вы должны, просто обязаны работать 24/7. Я по-другому, я ничего не могу сказать. Только тогда можно реализоваться. Спасибо большое. Ну, впереди у ребят насыщенная программа, но перед тем, как завершить эту часть, я бы хотела попросить каждого из вас одной фразой дать главные напутственные слова не только выпускникам, которые здесь находятся в этом зале, но и всем выпускникам нашей страны. Но от Ольги Викторовны я не могу отказать, поэтому, пожалуйста, крайний вопрос, очень короткий. Да, спасибо. Пожалуйста, что с микрофоном у нас? Говорите. Да? Все? Да. Отлично. Спасибо большое. Меня зовут Павлова Екатерина, и я издатель из Санкт-Петербурга. И я на протяжении 2 лет веду работу с детьми 10-15 лет, и на встречах я им рассказываю про книги, про произведения, про лучшие творения наших писателей. И я хочу спросить, какой вы видите сейчас работу с молодежью от 10 до 15 лет для включения их в социальную и научную жизнь? Кому именно адресуете вопрос? Я думаю, это коллективный вопрос. Но у нас есть возможность на один ответ. Поэтому, пожалуйста, друзья, выберите, кто готов ответить. Я бы сказала, что главное включить в них интерес к деятельности. Ольга Викторовна, не убирайте микрофон, потому что от вас главные напутственные слова нашим выпускникам. А мы сейчас, может быть, блицом. Блицом? Вы готовы? Пожалуйста. Денис Валерьевич. 100% вот Ольга Викторовна права. У меня был на самом деле тот же тезис, что главное, чтобы в них был интерес двигаться дальше и что-то создавать. Чтобы они были созидателями. Вот если вы во всех лекциях, встречах с ними этот эмоциональный интерес к созиданию возродите, все остальное дальше мы поддержим, потому что остальные возможности для их самореализации у нас точно в стране есть, и мы им поможем дальше делать. Поэтому можете, если интересы, сразу к нам отдавать их, мы будем помогать им дальше двигаться. Хорошо. Спасибо, Анастасия Викторовна. Мы же сейчас очень активно, мир меняется, и, наверное, 10-15 лет нужно предоставлять больше возможностей детям уже учиться в разных сферах предлагать. То есть у них должен быть очень-очень большой выбор, и это образование тоже должно быть более адаптивным. То есть уровень повышается, в том числе для детей. Я имею в виду то, что раньше обучение было там для 15 лет, сейчас можно уже делать для 10. Это я не говорю про общую образовательную школу, я говорю про дополнительное образование, потому что то, что я вижу сейчас по детям, в том числе и по своим, но они уже идут на голову вперед. А если они идут на голову вперед, значит и образование должно идти вперед. Вот что. И тогда мы все вместе, соответственно, будем прогрессировать. Я так считаю. Спасибо. Андрей Сергеевич, вы что добавите? Мне кажется, очень важным оставлять возможность детям мечтать, потому что именно мечтая мы создаем и ставим перед собой цели. Когда ставим цели, мы можем их трансформировать в задачи, а задачи переходят к конкретным шагам. И когда говорим о детях, подростках возраста 10-15 лет, нужно показывать ту картинку, ради которой родилась бы мечта. Картинку будущего, картинку науки, достижений. Мы в своем детстве мечтали о космосе, о суперкомпьютерах, о невероятной технике, о каких-то благах, которые сейчас воплотили жизнь, когда, условно, мы, наверное, в детстве и даже где-то только в дальних мечтах мечтали голосом выключить освещение в комнате перед сном, а сейчас это становится нормой. И мне кажется, вот эти самые мечты, их нужно формировать у школьников, у подростков для того, чтобы они двигались вперед. Немного фантастики, которая впоследствии становится реальностью. Спасибо. Амир, пожалуйста. Да, ну мне кажется, больше рассказывать про профессии. Чем раньше мы закладываем в умах детей и формируем вот этот понятийный аппарат этого широкого кругозора, мира и доступности в нем, тем быстрее, во-первых, он сформирует свое ожидание и представление, тем быстрее он попробует, и тем более классным специалистом, наверное, он станет. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну очень коротко, пожалуйста, напутственные слова нашим выпускникам. Амир. Да, если коротко, пусть работа вам приносит удовольствие. Спасибо, Андрей Сергеевич.
Продолжайте мечтать, ставить перед собой цели и достигать их. Анастасия Викторовна. Вы живете в самой большой стране мира, в самой лучшей, здесь безграничные возможности. Я желаю вам энергии, чтобы помогала вам реализоваться на все 100%. Денис Валерьевич. Дерзайте, любите и гордитесь. Это самое главное. Ольга Викторовна, пожалуйста. Мечтайте, созидайте, и пусть в вашем сердце всегда будет любовь. Спасибо вам, дорогие наши уважаемые гости. Спасибо за этот открытый, честный диалог. Спасибо за то, что вы первые, кто готовы всегда прийти на помощь и дать главную поддержку нашей молодежи. Спасибо вам. И эти аплодисменты звучат вам. Друзья, громче, громче, громче. Петрова Ольга Викторовна.